Всем привет, с вами Виктор. Мы продолжаем выживать на территории Days Standalone. Находимся сейчас на втором сервере и пытаемся пробраться на территорию аэродрома Болото. Сейчас посмотрим, что там есть, кто там есть, что там у нас интересного. Вообще идем туда с надеждой, может быть там вертолет стоит. Как бы. В прошлом видео, когда я собирался на СЗ, я на этом же вертолете разбился. Привык, что в Золде не разбивается. И тут тоже решил попробовать. Оказывается, не тут-то было. Вроде вертолета что-то здесь не вижу я. Да и зомбарей что-то не видать. Наверное, уже это... пролутано, наверное, все. Хотя, кто знает. Да, вон двери открытые. Уже пролутано. Вполне возможно, еще и засада, наверное, какая-нибудь здесь есть. Ладно, аккуратненько сейчас попробуем поближе подобраться. Так, ну вот, подошли поближе. Что-то никаких телодвижений не наблюдаю. Конечно, у нас еще прикид такой, не сказать, что лесной. Нам в этой одежде, по идее, бы в городе где-нибудь прохлаждаться. Так, зомбарь стоит, ни на кого не бежит. Что-то стемнело, что ли? Да, ночь наступила. Ну ничего, темнота, друг молодежи. Так, делаем сейчас конфигурацию видео. Яркости маленько добавляем. Вот так вот. Так. Ну что, я не знаю, наверное, куда-нибудь в город пойдем, наверное, там повыживаем. Так, ну вот приехали в Черногорск. Сейчас маленько пошумим, чтобы кипиш создался вокруг нас. Сейчас любители пострелять начнут искать, откуда же велась стрельба, кто стрелял, зачем стрелял и так далее, тому подобное. Так. Где-то надо нам позицию занять нормальную. Вот сюда, наверное, залезем на крышу. Ну вот, мы заняли позицию. Сейчас будем выжидать жертву какую-нибудь. Так, вот так вот мы засели тут с АКМом. Так, попробовать зомбаря убить, пристрелиться. Угу, нормально. Ладно, будем ждать кого-нибудь. Так, ладно, поторопились мы насчет засады. Нужно костер разжечь. Сильно замерз он у нас, мокрый. Сейчас займемся разжиганием костра. Так. Как кувалда, интересно, он рубит, не рубит дрова? Раньше рубил. Вот таких вот, по-моему, деревьев он рубил раньше. Что-то ничего не рубит.
Что, неужели топор надо? Ладно, побежим в пожарку за топором. Так, ну вот с топором у нас никаких проблем не возникает. Сразу же он рубит. Только вот где эти дровишки? Так, куда-то отлетели, наверное. Вот они. Нужно 3 штуки этих дровишек. Где-то еще, наверное, отлетело, наверное. Так, ладно, еще отрубим одну. Так, вот так вот их соединяем. Все, дровишки есть. Так, а палочки у нас где-то были. Вот палочки у нас есть. Все. Так, ладно, он еще у нас жрать хочет сильно. Сейчас побежим сначала похавать что-нибудь найдем. Потом, наверное, будем костер сжигать. И как только мы наелись, сразу же дал проливной дождь сильный. Еще и придачу ночь, по-моему, усилилась, темнее стало, потому что я выкрутил уже яркость почти на всю. Все равно, как видите, еще темно. Костер, наверное, будем разводить здесь, под крышей. Так, че вот моросит-то? О, закрыл наконец. Так, ну что, берем дровишки, костерок. Не знаю, раньше можно было использовать лоскуты для костра. Но я не знаю, не пробовать не буду, потому что у меня бумага попалась. Как пока я иду искал, мне попалась книжка на глаза, я из нее листок выдернул. Вот так вот присоединили дрова. Вон он у нас получился костер. Берем спички в руки. Так, появилась надпись. Нажимаем на кнопку действия. Так, вот, как видите, он поджигает костер сейчас. Все, костер горит. На одну проблему меньше. Сейчас можно наблюдать, как на глазах уже cold исчезла, то есть холод. Было ват, теперь damp. Сейчас вообще исчезнет надпись. Вот это, я так понимаю, сюда можно добавлять, наверное, кастрюлю. Там что-то варить, наверное, можно. Мясо сюда. Ну, мясо точно знаю, что сюда можно добавлять, жарить. Вот, загорелось аж ход. Жарко ему стало. Дровишек подкинуть. Так, ну что-то он не высыхает. Надо еще, наверное, отжать шмотки. Да, сейчас отожмем шмотки еще. Раньше вообще как бы достаточно было бы сделать вот эти вот веточки, которые тонкие, соединяешь с лоскутами и подносишь спички, и все, он разводился. Потом после какого-то обновления, я не помню, вот ввели вот эту вот систему, что надо вот обязательно вот эти вот дрова рубить, толстые палки вот эти здоровые.
Потом вот эти тонкие соединять только вот с бумагой, потом только соединять с большими палками и только потом разжигать огонь. Ну, как бы более усложнили. Но с одной стороны, оно по сути так и должно быть. Так, ну ладно. Всем спасибо за внимание. Пока.